Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 35-й выпуск видеожурнала ХРС. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. В первом сюжете мастер Элина Захарова покажет вам технику окрашивания кудрявых волос. Во втором сюжете я покажу вам мужскую удлиненную стрижку, выполненную по системе Аксиома. В третьем сюжете мы поговорим с вами о фундаментальных основах цвета. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Аксиома. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.axiomsystem.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. Уважаемые коллеги, на сайте axiomsystem.ru стартовал первый дистанционный курс по колористике «Искусство создания цвета». Теперь вы можете не ждать организации нашего курса в вашем городе и не тратите время на путешествие в Москву. Качественное образование стало доступно всем в любое удобное для вас время. Нажмите на ссылку внизу экрана, и вы окажетесь на официальном сайте системы Аксиома, где сможете ознакомиться с подробностями. Также на сайте вы сможете подписаться на чтение всех наших книг и сэкономить на оплате стоимости бумажного издания, а также на доставке. Нижнюю затылочную зону стрижем разворачивающимися проборами с углом оттяжки 90 градусов по отношению к оси головы и углом среза 45 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия зоны овальная, то есть подтягиваем срезанную прядь к срезаемой. Верхнюю затылочную зону стрижем разворачивающимися проборами по правилу круглой геометрии. Оттяжка первой контрольной пряди 90 градусов по отношению к оси головы. Угол среза 45 градусов по отношению к оттяжке.
В местах вихров методом итальянской тушевки выполняем сведение волос на нет. Диагональным пробором задаем контрольную длину в височной плоскости, ориентируясь на контроль в промежуточной. Угол оттяжки 90 градусов по отношению к пробору. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Подхватывая разворачивающимися проборами волосы из промежуточной плоскости, выполняем сведение зон. Диагональными проборами по правилу прямой геометрии выполняем стрижку в височной зоне. Угол оттяжки 90 градусов по отношению к пробору. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Выделяем обратным диагональным пробором прядь вдоль краевой и выполняем сведение на нет итальянским методом тушевки. В случае, когда на висках у вашего клиента волос мало или они не густые, не рекомендую выделять блок таким образом. Выполняем предварительную окантовку зоны. Вертикальными проборами по правилу погнутой геометрии выполняем стрижку во фронтально-теменной зоне. Оттяжка 90 градусов по отношению к оси головы. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Зона стрижется в затылочной плоскости с горизонтальным положением пальца.
Финальным методом выполняем филировку волос в затылочной зоне. При помощи машинки выполняем окончательную окантовку стрижки. Love and happiness. Наносим краситель номер 1 на корни волос. Предварительно подготовьте фольгу. Нарывать ее следует на четверть длиннее волос. Аккуратно заверните ее, создавая жгутик. Волосы на голове разделяем хаотично,
блоками не менее 3 на 3 см. Подхватывая прядь, фиксируйте фольгу у корней волос. После оборачиваем волосы и фольгу вокруг друг друга. При этом необходимо сделать оговорку. Если вы будете оборачивать фольгу вокруг волос, цветовых пятен будет меньше. Если вы будете оборачивать волосы вокруг фольги, то цветовые пятна будут превалировать. Именно поэтому рекомендую равномерно прокручивать жгут. Кончики волос фиксируем при помощи фольги. Если фольги оказалось больше, чем необходимо, то отрываем остаток и выкидываем. При помощи губочки наносим обесцвечивающий препарат на все волосы.
Время выдержки определяется визуально. По окончании времени выдержки аккуратно снимаем фольгу с волос и хорошо смываем краситель теплой проточной водой. Выполняем процедуру цветовой бани, придавая желаемый оттенок волосам. Цветовой тон – это отличие цвета по его цветовой характеристике. Цвета принято разделять на простые и сложные. Простые – это цвета, которые невозможно получить путем смешивания. Сложные цвета – это цвета, которые созданы путем смешивания простых цветов. Простые цвета в зависимости от выбранного метода смешивания будут меняться. В общей системе можно сказать, что 4 цвета, исключая белый и черный, являются простыми цветами. Это зеленый, синий, желтый и красный цвета. В природе существует два типа смешивания цветов. Это слагательное смешивание, то есть аддитивное, и вычислительное, то есть субтрактивное смешивание. Аддитивное смешивание заключается в суммировании тем или иным способом световых лучей. Можно выделить 4 вида аддитивного смешивания. Пространственное смешение характеризуется одновременным смешением в пространстве разноцветных световых потоков. Оптическое смешение – восприятие человеком некоего суммарного цвета, при том, что в реальном слагаемые цвета разделены. Временное смешение наблюдается при быстром движении различных цветов, например, вертушки Максвелла. Бинокулярное смешение – данный эффект создается в том случае, если надеты очки с линзами различных цветов. Основными цветами аддитивного смешивания являются синий, зеленый и красный. Правила смешивания цветов здесь довольно просты. При смешивании двух цветов, которые располагаются по хорде цветового круга, получается цвет промежуточного цветового тона. Например, при смешивании красного и зеленого выходит желтый. При смешивании противоположных цветов из данного круга в итоге получается ахроматический цвет. Сущность субтрактивного смешивания заключается в том, что из цветового потока вычитаются какие-либо цвета. Происходит это в случаях наложения полупрозрачных слоев различных красок друг на друга или их смешивания. Естественно, в данном случае имеют место свои правила смешивания цветов, основное из которых гласит, что всякое хроматическое тело пропускает или отражает лучи своего цвета и поглощает цвет, который является дополнительным к его собственному цвету. И именно эту систему смешивания мы с вами используем при окрашивании волос. Основные цвета при субтрактивном смешивании – это желтый, красный и синий. В работе колористы используют только 3 вида смешивания красок, дающих возможность получать необходимый цветовой тон или оттенок в субтрактивном смешивании. Механическое смешивание цветов – это получение нужных цветов и оттенков при смешивании красок на палитре или любой другой основе, в нашем случае на волосах. Оптическое смешивание происходит при нанесении тонкого слоя просвечивающей краски поверх высохшей, ранее нанесенной краски. Пространственное смешение характеризуется одновременным совмещением в пространстве разноцветных цветовых потоков. Механическое смешение красителей для волос всегда рассчитано на окрашивание с учетом натурального пигмента, а смешение гуаши и акварели требует наличия белой основы для получения истинных цветов красок. Для механического смешения цветов закономерности оптического смешивания цветов неприемлемы, так как результат, получаемый при механическом смешивании цветов, часто совершенно другой, чем при оптическом смешении тех же цветов. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Если вы хотите больше узнать о системе Axioma и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте магазина www.axiomshop.ru. И не забывайте,
Искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness.